импульсом, так сказать, предпосылкой к ее созданию была любовь великого русского оружейника Сергея Ивановича Мосина к Варваре Арсеньевой, кстати говоря, урожденной Тургеневой. Она была двоюродной сестрой великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Сама по себе винтовка Мосина является довольно передовым образцом для своего времени. Это магазинная пятизарядная винтовка с продольно скользящим затвором. То есть можно было снарядить неотъемный магазин 5 патронами и дальше уже осуществлять огонь путем ручной перезарядки данного оружия. Что касаемо самой винтовки, ее судьба не менее интересна, чем судьба ее создателя. Она находилась на вооружении русской императорской армии. Первое ее боевое применение – это 1897 год. Это подавление так называемого андижанского мятежа в Туркестане, когда группа маджахедов, состоящих в основном из узбеков и киргизов, напала на 4-ю туркестанскую роту, которая дислоцировалась в Андижане. Впоследствии на помощь обороняющейся роте была введена 5-я туркестанская рота, прислана. И в результате применения винтовок Мосина вот эта вот банда исламских фанатиков была рассеяна, частично уничтожена и спаслась бегством, те, кто уцелел. Впоследствии эта винтовка применялась во многих конфликтах, во множестве конфликтов, в том числе и по всему миру. Это и подавление восстания ихэтуаней в Китае, так называемое боксерское восстание, и русско-японская война 1904-1905 годов. Конечно же, Первая мировая война, различные гражданская война в России, различные конфликты послевоенные. Это и конфликт на КВЖД, и Холхенгол, и Хасан, и Советско-финляндская война. И, конечно, наши славные предки одержали победу с этой винтовкой в 1945 году над нацистской Германией. Впоследствии винтовка также находилась на вооружении уже советской армии после Великой Отечественной войны. Использовалась она в качестве снайперского оружия, в том числе ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, во время чеченских войн в 90-е годы уже в современной России. И до сих пор эта винтовка применяется нашими доблестными бойцами в зоне СВО, в том числе в качестве снайперского оружия. Сегодня мы поговорим о создании одного из известнейших в мире образцов стрелкового оружия. Это трехлинейные винтовки образца 1891 года и о ее создателе, великом русском оружейнике Сергее Ивановиче Мосине. Наверное, не найдется человека, который не слышал бы название этого оружия, известного как винтовка Мосина. На самом деле, создана она была в конце XIX века, в 1891 году, и очень интересно и любопытно история создания этой винтовки. Создана она была капитаном русской императорской армии Сергеем Ивановичем Мосиным. Дело в том, что помимо непосредственно необходимости перевооружить русскую армию магазинной винтовкой, был еще один интересный, любопытный факт, благодаря которому это оружие появилось на свет. Здесь замешана история любви непосредственно самого конструктора и жены помещика Николая Арсеньева Варвары Арсеньевой. Дело в том, что эта история не такая простая, как может показаться. Будучи офицером русской императорской армии, Сергей Иванович Мосин влюбился в замужнюю женщину, Варвару Арсеньеву. Эта история тянулась много лет, история любви. Помещик, законный муж этой женщины, ни в какую не давал развод, поскольку Варвара тоже полюбила офицера Мосина. И потребовала у мужа развод. Арсеньев отказался давать развод,
Тогда Сергей Мосин вызвал его на дуэль. Однако помещик предпочел устраивать дуэль не на пистолетах, не на эспадронах, не на саблях, а на гусиных перьях. И написал на капитана донос. Точнее, жалобу, так скажем, его начальству. В результате чего Сергей Иванович попал под арест, но не оставил попыток вызвать на дуэль этого самого Николая Арсеньева и послал ему второй вызов, однако который также был отклонен. В результате вот эта вот история любви тянулась 16 лет, когда фактически будущий создатель винтовки жил со своей возлюбленной, которая была официально замужем. Видимо, помещика Арсеньева эта ситуация устраивала, конечно, ходило вокруг много всяких слухов, шептались, вот, обсуждали эту историю в обществе. Но, тем не менее, в конце концов, видимо, и ему это все надоело, и он попросту потребовал за свою жену у Мосина выкуп. 50 тысяч рублей. Так, в те годы, 80-е годы 19 века, это была огромная сумма, на которую можно было купить, наверное, десяток деревень, небольшой завод, скажем так. И, собственно говоря, конечно, у простого офицера такой суммы не было, поскольку Сергей Иванович Мосин был выходцем из довольно бедной семьи. И вот тогда ему пришла в голову, поскольку он был довольно талантливым инженером, интересовался различными науками, историей создания оружия, самим оружием, ему пришла в голову идея создать новый образец оружия, чем он и занялся. И в результате как бы подобного творческого процесса родилась знаменитая трехлинейная винтовка образца 1891 года, которая по результатам как бы испытаний была принята на вооружение русской императорской армии и заменила находящуюся в тот момент на вооружении армии однозарядную винтовку системы Хайрама Бердена, так называемую берданку. Такое слово тоже многие из вас слышали, но это когда-то было вполне боевое оружие, вовсе не оружие колхозного сторожа, как мы все привыкли ее воспринимать. Таким образом, знаменитая винтовка, которая находилась на вооружении русской императорской армии, затем советской армии, вплоть до 70-х годов 20 века, можно назвать, так скажем, оружием любви. Потому что за создание вот этого образца оружия капитан Мосин получил большую денежную премию и смог заплатить помещику Арсеньеву требуемый выкуп. Он дал развод своей жене. И таким образом через много лет известный великий русский оружейник обрел свое семейное счастье и женился на любимой женщине. Винтовку Мосин создал довольно быстро, за довольно короткое время, поскольку сами знаете, какие обстоятельства его подталкивали к тому, чтобы не затягивать эту работу, осуществить ее как можно в более короткий срок.